Ир! 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 Носовые вместе с кормовыми. Она словно летит по волнам. Легкая, быстроходная, податливая. Благодаря ей можно проявить свои лучшие качества. Почувствовать себя частью команды, в которой каждый незаменим. И неважно, в какой части света ветер раздувает ее паруса и на каком языке говорят гребцы. Тех, кто хорошо чувствует ее, она понимает и слушается. Ведь это идеальная лодка. Что отличает идеальный экипаж? В такой парусно-гребной шлюпке, как «Гичка», он должен действовать как одно целое, ведь эта лодка требует первоклассной командной работы. Именно на «Гичках» один раз в 2 года проходят международные соревнования Atlantic Challenge International. Это уникальный международный проект, в рамках которого молодежь по всему миру самостоятельно строит деревянные 12-метровые капитанские гички «Бантри Бэй», копии старинной французской лодки XVIII века, которая находится в Национальном морском музее в Дублине. В мире уже порядка 80 таких лодок. Команды ходят на них в море, участвуют в фестивалях и гонках. На этот раз соревнования проводятся в старинном городе Роскиле в Дании. Впервые в истории Atlantic Challenge Россию представляют сразу 2 национальные команды – Atlantic Challenge Россия на гичке «Динité» и команда «Штандарт» на гичке «Нати». Им предстоит сразиться как между собой, так и с 12 командами из разных стран мира. В предыдущей серии команды отлично проявили себя в 9-мильной маршрутной гонке. Расходимся с левым быком мели. Показали свои знания в дисциплине «Такелажное дело». Я ровно успел к концу, даже был последним человеком, который успел сделать это вовремя. Передача груза на берег стала одним из самых зрелищных состязаний. Как и в предыдущие дни соревнований, Роскеле продолжает радовать участников Atlantic Challenge хорошей погодой. Ранним утром от фьорда веет прохладой. При первых лучах солнца в окрестностях городка можно наслаждаться тишиной и покоем. Тем временем в гимназии утренняя суета. Команды, которые разместились здесь на время соревнований, завтракают и готовятся к очередному этапу гонок. До окончания соревнований остается не так много времени. И сейчас особенно важно проявить себя. Не только в гонках. Экипажам предстоит решить практические навигационные задачи. Если викинги когда-то выбирали направление по звездам или по Солнцу, то современные моряки широту и долготу определяют благодаря приборам и расчетам. Навигация в море, по сути, напоминает процесс поиска дороги на берегу. Экипажам нужно было не только отыскать такую дорогу, но и отразить это на картах, которые каждая команда в итоге передала судьям. Они и решали, кто же лучший в конкурсе по навигации. Это вот то, что они примерно то, как эта команда должна отдать. Номер бумажки, с которой они стартовали, название команды, название лодки. Координаты первые они не написали, потому что они есть на бумажке номер 13. Координаты вторые они нам написали, не совсем корректно, но написали, слава богу. Дальше я их проверил и записал координаты те, которые на самом деле... Вот можно посмотреть, что они нам дали координаты последние 55 градусов, 39 минут, 54,5 секунды северной широты. А на самом деле они были довольно далеко. Самые верные расчеты сделала команда Северной Ирландии. Второе место у русской команды «Штандарт».
Третьими стали участники из Ирландии. Экипаж Великобритании в навигации стал лишь 7-м. Но как только начался ветер, для британской команды пришло время отыграться. Экипаж прекрасно проявил себя в гребле и в парусных состязаниях, оставив соперников далеко позади. И в итоге стал победителем сразу в 3 гонках подряд. Меня зовут Джейд Колтон, мне 17 лет, я самая младшая в британской команде. Это мое первое соревнование, и я надеюсь, что их у меня будет еще много. Что именно помогло вам выиграть? Думаю, опыт и знания нашего экипажа. Все отлично умеют работать на веслах и с парусами. Мы как одна большая семья, и мы прекрасно взаимодействуем. Мы уже хорошо знаем и сильные, и слабые стороны друг друга, и это очень помогает в командной работе. Это самое важное. Вы дружите с товарищами по команде? Сначала мы просто группа людей. Но к концу соревнования мы становимся друзьями. Многие из нас видят друг друга впервые. Уже знакомы только несколько человек. Кроме того, мы все из разных мест. Кто-то из Шотландии, кто-то с юга Англии, и между нами сотни километров. И потрясающе, как мы собираемся здесь, а к концу соревнования становимся друзьями на всю жизнь. За следующим этапом гонок наблюдать было особенно удобно, поскольку они проводились прямо на территории музея викингов, в небольшой внутренней гавани. Заплывы на необычных плавучих судах. Такое соревнование в Atlantic Challenge устроили впервые по инициативе датчан. Местные придумали. Ну, они же судостроители все. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Похоже, команда получает удовольствие, это главное. Здесь нет ни одной лодки, похожей на другую. Смешанные экипажи смастерили их сами из подручных материалов за весьма короткое время. Проплывут ли на них участники дистанцию в 50 метров? Некоторым это оказалось не под силу. Но большинство сумели удержаться на воде и добрались до финиша. А значит, задача выполнена. Все получится, все будет отлично. Конечно, для создания настоящей лодки требуется куда больше усердия и времени. Она должна быть надежной и прочной, быстроходной и послушной. Именно такими команды строили свои капитанские гички, стремясь создать идеальную лодку. Расскажите про свою лодку. Про лодку? Про Юните. Юните здесь уже несколько лет. Это одна из старейших лодок. И она была лучшей в течение этих лет. Так что мы остаемся ей верны. Довольны ли вы своей лодкой? Да, у нас чудесная лодка. Этой зимой ее отремонтировали, так что она в прекрасном состоянии. И выглядит хорошо, по-моему. Идеальная лодка не получается с первого раза. Чтобы ее построить правильно, нужно понимать, как она работает, потому что есть особенности. То есть за ее простотой, за кажущейся простотой, много скрывается очень. Но это половина дела. Да? После этого лодку нужно, готовую лодку, нужно обкатать. То есть если лодка вот такая правильная, настроенная, с правильным экипажем, вот это идеальная лодка. Команды вот-вот ждет общий сбор, на котором будет объявлен победитель. Экипаж, который наряду с лодкой также можно будет назвать идеальным. Впрочем, для основателя движения Atlantic Challenge International Ланса Ли не так важно знать, кто выиграл, а кто проиграл. Мне бы хотелось видеть, как те, кто финиширует позже, спокойно и с улыбкой просят тех, кто оказался сильнее или умелее, поделиться с ними своим опытом. Все должно быть именно так. И я хочу, чтобы все, и победители, и проигравшие, становились семенами, зернышками, которые прорастают в новые проекты и программы в своих или других странах. Хочу, чтобы все эти дети распространяли ту силу,
которую они получают здесь, вне зависимости от своей позиции на финише. Настало время назвать победителя. Команду, которой достанется главный приз Atlantic Challenge. Экипажи и судьи собираются вместе. Кто-нибудь уже видел результаты на табло? Можете уже сказать, кто там наверху? Мы просим выйти команду Нати. Поприветствуйте победителей Atlantic Challenge 2016 года. Переходящий кубок и небольшая сосновая доска в виде руля, на которой указаны все команды победителей за 30 лет соревнований, вернутся в Россию впервые после 2008 года. На международных соревнованиях в Дании во время 19-го сезона Atlantic Challenge российская команда «Штандарт» на гичке Нати стала первой. Второе место также у россиян. Это Atlantic Challenge Россия на лодке «Динité». Третий – экипаж из Ирландии. Борьба была напряженной, и интрига соревнований сохранялась между командами до последнего дня. Саня, тебя плохо видно. Давай. Саша, да. Внимание! Раз, два, 16. Ура! Команды расстаются на 2 года. В 2018-м их ждет Северная Ирландия. Это было решено еще 2 года назад. А здесь, в Роскиле, необходимо было определить страну, которая получит право принимать соревнования в 2020 году. Руководителями 14 национальных команд Atlantic Challenge был выбран город Санкт-Петербург. Инициативу поддержали единогласно. Наше предложение поехать в Россию встретило такой энтузиазм. Все такие: да, наконец-то Россия! То есть это было приятно очень видеть и слышать, и в 2020 году будет непросто, у нас есть что показать. Итак, Atlantic Challenge впереди ждут новые страны и обновленные составы участников. Тех, кому еще только предстоит сесть в капитанскую гичку и, возможно, впервые почувствовать себя частью большой команды. Экипажем, который стремится стать идеальным в своей идеальной лодке.